Привет, друзья! Сегодня пятница, это значит, что вас ждет новая тренировка Go to Swim. Для сегодняшней тренировки вам понадобится скакалка, водичка и гантельки. Всего-то. Поехали! Начнем нашу разминку. Начнем, как всегда, с шеи. Повороты вперед-назад. Теперь в стороны. Я сегодня одета очень ярко. Надеюсь, у вас будет тоже очень яркое и веселое настроение. И мы проведем эту тренировку очень-очень эффективно. Молодцы. Теперь крутим плечиками. И в обратную сторону. Теперь руки пошли. И ровные. Остановились. Теперь вращаем тазом. В другую сторону. Остановились и наклоняемся вперед. Вращаем корпусом. Ноги остаются на месте. В другую сторону. Остановились и наклоняемся в сторону. Добавили руку. Другая сторона. Глубокий вдох, выдох, вдох, выдох. Еще разочек. Остановились. Делаем выпад на правую ножку. И поехали на одном месте 20 раз для разогрева. Отлично, поменяли ноги, опустились и встали. Вперед выходящее колено прямое, не забываем про это. Еще немножко. Отлично. Глубокий вдох, выдох. Еще раз вдох, выдох. Сгибаем коленки и начинаем крутить кружочки. Мои любимые. В другую сторону. И теперь каждой ногой. Разминаемся всегда с головы до пят.
Вторая нога. Отлично. Хорошенько размялись и приступаем к нашей тренировке. Первое у нас будет кардио упражнение. Как обычно, идем по нашей схеме. Берем скакалочку. Это будет 100 прыжков на скакалке со сменой ног. Самые простые прыжки, в принципе, я думаю, все с детства знают, как это делается. Нет скакалки, прыгаем на месте. И поехали. Чуть веселее, энергичнее. Не забываем следить за дыханием, не сбиваемся. Даже если сбиваемся, становимся и продолжаем дальше. Еще немного, не отстаем. Продолжаем, бежим, бежим. Отлично. Остановились. Перевели дыхание. Отдохнули обязательно. Сегодня будет не очень легкая тренировка. Постепенно увеличиваем темп, напряжение, силу упражнений, их разнообразие. Это обязательно для нашего прогресса. И наше первое упражнение. Ложимся на коврик. Это будет подъема корпуса. Ноги немного сгибаем в коленях, выставляем ручки вперед и начинаем подниматься. Скручивание в корпусе происходит. Поднимаемся довольно-таки хорошо. Округляем при этом спинку. Очень хорошее упражнение на пресс. Здесь мышцы хорошо прочувствуются. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Давайте еще немного. Если вам есть кому ноги подержать, пусть держат, но лучше их просто не поднимать. Поднимайтесь насколько можете. Молодцы, отлично. Теперь немножечко отодвигаем коврик и переходим к нашему второму упражнению. Это выпад одной ногой. Итак, берем сначала выпад, делаем левой ножкой и ее же отставляем назад. Все очень просто до банальности, но упражнение настолько эффективное. И еще одно, считайте один раз за выход ноги вперед. Не то, что один выпад вперед, другой выпад назад, а один выпад у нас будет только тогда, когда нога будет находиться впереди нас. Делаем 25 таких выпадов, когда нога будет впереди.
При этом не забываем, никогда не забываем, что колено у нас не должно создавать острые углы, когда мы делаем выпад. Держим равновесие. Причем я хочу сказать, что нога работает и та, которой мы делаем выпад, и та, на которой мы стоим. Еще немного. Мы с вами сделаем сейчас выпад одной ногой, потом сразу же, немножко отдохнув, второй ногой, остановились, отдохнули немного. Уже очень хорошо стало. Молодцы. Что, поехали, теперь вторая ножка. Становимся по центру. И теперь будет выходить правой вперед. Раз, вперед, центр, два. Тоже вы не видите, куда сзади становится ваша нога, но примерно знаете, куда она станет по ширине, чтобы у вас передняя нога, которая окажется у вас, не создавала слишком острый угол. Не забывайте про это. И опускаемся как можно ниже. Колено заднее должно практически коснуться пола. В центре мы совсем немножечко останавливаемся, где-то на носочек становим ногу, и сразу же нога отходит назад. Еще немного, давайте доделаем. Последние разы просто уже считаешь и думаешь, когда это закончится. Насколько болючее упражнение. Умнички, молодцы. Ноги уже как будто не мои, ватные. Уже все болит. Немножко можно потрясти ногами, чтобы снять напряжение. Как раз сейчас мы передохнем, сделаем упражнение на пресс, чтобы ноги отдыхали. Ну что, молодцы. Возвращаем наш коврик. И переходим к упражнению на пресс. 25 подъемов корпуса. Немножко отдохнули. Глубокий вдох, выдох. И поехали. Руки вперед. И поднимаем корпус. 3, 4, выдох, вдох. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, еще немного выше поднимались, 21, 22, 23, 24, последний раз, 25. Молодцы. Отдохнули, подышали на себя, помахали.
Немножко можно полежать и хватит. Все, встаем и переходим к нашему огненному упражнению на ножки. Отложили коврик, чтобы не мешал. Отдохнули немного. Ну что, давайте начнем. Становимся на центр. Смотрим, чтобы нам ничего не мешало. И поехали. Левую ножку выставляем вперед, назад. На правой мы стоим всегда. Опять же 25 выпадов. Один раз — это когда нога находится впереди вас. Продолжаем, не останавливаемся. Кто-то, может, уже очень устал, но работаем. Работаем до жжения. Еще немножко. Остановились. Отдохнули. Еще один подходик. Я вас прошу, давайте его доделаем. Сделали глубокий вдох, выдох, отдохнули. Ну что, давайте еще. Давайте. Стали по центру. Теперь правая у нас идет вперед. Вперед, центр, назад. Центр. Держим равновесие. Следим за дыханием. Вдох, выдох, вдох, выдох. Еще немного, идем до конца. Осталось немного. Последние разы. Отлично. Я уже никакая. Ноги очень-очень болят. Но это хорошо. Надеюсь, очень надеюсь, что вы чувствуете то же самое. Нет, я не какой-то издеватель и так далее, но ваша попа и ноги мне потом скажут спасибо. Ну что, побежали. Теперь у нас следующее упражнение кардио — бег на месте. Не совсем обычное. Бежим, бежим, бежим.
И потом оп-оп, и хлопаем себя по пяткам, да. Такой маленький казачок. Где-то 10 таких вот движений, и потом мы касаемся к пяточкам. Старайтесь тогда чуть повыше перепрыгнуть, чтобы коснуться пяткой. Руки держите наготове всегда. Еще немножко. Слишком высоко можно не поднимать колени. Главное коснуться вот таким вот моментом. Остановились. Да, это было сильно. Отдохнули. Глубокий вдох. Выдох. Еще раз вдох. Выдох. Можно попить водички. Уже все пересохло. Глоточек, 2 максимум. Осталось еще немножко. Ну что, передохнули. И переходим ко второй нашей двойке. Очень тоже эффективные и оригинальные упражнения, можно даже сказать. Первое упражнение у меня будет трансформер. Берем 2 гантельки, работаем на руки. И здесь очень внимательно следите за тем, что я буду делать. И запоминайте. На самом деле все очень-очень просто. Главное запомнить порядок действий. Выставляя ручки перед собой, внизу. Выводим вперед, отодвигаем назад, поднимаем вверх, выводим наверх. Вот так. И в обратном действии повторяем то же самое. Подняли, растянули, выше и еще выше. И обратно. Получается такая 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Главное все делать очень четко, правильно. И чтобы вы чувствовали натяжение всех мышц, нигде не халтурили. Мы делаем всего лишь 10 раз, но это 10 раз такими гантельками, с которыми вам будет действительно тяжело работать. Но вы будете делать это правильно, следите за своей техникой. Если у вас гантели не слишком большого веса, они у вас маленькие, и вы чувствуете, что можете сделать больше, сделайте больше. Я работаю гантелями, которые для меня удобны. Уже даже на 7-8 разе повторения уже становится тяжело мне. Давайте еще немного. Вверх, выжали, наверх и еще выше. Тут, если начать объяснять, какие мышцы работают, легче сказать, что работают все руки, грудь, спина, весь верх тела, в общем. Но на самом деле упражнение просто бомба. Последний раз. Вверх, выжали, вверх, еще выше. И обратно. Умнички. Молодцы. Мы еще вернемся к нему. Руки уже встали. Отдохнули. У нас сейчас будет следующее упражнение. Ручки там тоже поработают. И следующее упражнение. Тоже берем гантельки. Ноги у нас как можно шире для приседания плие. Носочки смотрят немного в сторону. Присаживаемся. И когда выходим вверх, вытягиваем гантели, поднимая локти наверх. Здесь вам важно следить за локтями, чтобы они шли выше ваших гантелей. Такое впечатление, что вас кто-то тянет за макушку. Опять же, садимся, как в классических приседаниях плие, поглубже. Колени по направлению с носкам двигаются. И когда встаем, выводим гантельки наверх. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Тянем локти наверх. Гантельки оказываются на уровне груди. Тоже держите их ровными всегда. И параллельными друг другу.
Еще немножко. Молодцы. Отложили на немножко гантели. Сейчас мы опять их возьмем. Пока передохнули, перевели дыхание. Можно потянуть руки. Опять же, снимаем напряжение, когда вы в этом нуждаетесь. Когда чувствуете, что руки уже просто как не свои, уже все, уже забилось там. Немножечко потяните их, и вы всегда расслабитесь и сможете сделать больше. Шею тоже можно немножечко растянуть, все, чтобы снять напряжение. Вдох, выдох. Ну что, поехали опять. Наш трансформер. Подняли, вытянули, вверх, вытянули. Повторяем за мной, не сбиваемся. На самом деле все очень просто. Главное запомнить порядок движений. Для тех, у кого нет гантели вообще, берем бутылки, насыпаем туда песок, наливаем туда воду, берем книги тяжелые какие-то, рюкзак, все что угодно можно придумать, но чтобы сделать, не ищите отмазок, отговорок и так далее. Если захотеть, можно в космос полететь. Так что работаем, делаем больше, если легко, делаем меньше, если сложно, но делаем. Еще пару раз, давайте. И еще разок. Умнички, умнички, молодцы. Отдохнули. Еще хочу сказать такой момент. Я не заставляю вас брать гантели по 5 килограмм. Я работаю с тем весом, который мне удобный. Поэтому берите гантельки, которые удобны будут для вас. Так, возвращаемся к нашим приседаниям плие. Ножки расставили, присели и вышли наверх. Руки потянули с гантельками. 3. Опустились. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, выдох, вдох, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 и еще 26, 27, 28, 29 и 30. Молодцы. Отложили гантели, отдохнули. Перевели дыхание. Осталось совсем немножко. Ну что,
что переходим к кардиоупражнению бег на месте. Бежим так минуты, полторы где-то. Поднимаем высоко пятки, касаемся попки. Дыхание ровное. Для нас самое главное поддерживать пульс 120-130 для лучшего жиросжигания, то, что нам нужно. Как я вам сказала, следующая наша 3-я неделя будет посложнее, и 4-я тоже. Потяжелее, подлиннее тренировки будут. Как видите, уже время тренировок начало увеличиваться. Еще немного. Помогаем себе руками. Молодцы. Остановились. Глубокий вдох, выдох. Вдох, выдох. Попили водички. Слишком сильно напиваться я вам не советую. И перед кардио тоже не пейте слишком сильно много воды, чтобы у вас ничего не булькало. Так, ложимся на наш коврик. Берем 2 гантельки. И сейчас будем выполнять сведение гантель. Мы остаемся в таком положении, спина ровная. Поднимаем гантельки и сводим их перед лицом. Локти у нас сгибаются в угол 90 градусов. Сводим и делаем выдох. Работает грудь. В принципе, когда подняли мы гантели, у нас работают и бицепсы, и плечи. Тоже упражнение очень эффективное. Если наклонитесь еще немножечко корпус назад, то еще и заодно пресс поработает у нас. Напрягаем при этом животик. Главное, держите равновесие. Молодцы. Встряхнули ручки. И теперь ложимся на животик. Хочу предупредить вас сразу. Если вам будет тяжело там лежать на животике, где-то будет что-то давить, положите себе мягкое полотенечко на таз. Как раз сейчас будем делать то упражнение, которое кто-то не мог делать с фитболом, у которых их не было фитбола. Сейчас мы будем делать подъемы корпуса. Руки перед лицом и поднимаем просто корпус. Можем вместе с ногами, можем без них. Но главное нам это поднять корпус, чтобы заработала наша спинка. Очень такое хорошее упражнение. Главное, насколько можно сильнее поднимите корпус, чтобы почувствовали, что у вас напрягается спина. Можете помогать руками, разводить их назад. Главное, не тяните слишком назад шею. Тоже резко поднялись и распрямились. Теперь на вытянутых руках мы поднимаем так же само корпус. Главное, таз не отрывайте. Чувствуем, как разгибается наша спинка. Резко поднялись, медленно опустились. Молодцы. Переворачиваемся. И возвращаемся к нашему сведению гантель. Берем гантельки, подняли и поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Умнички. Кто больше, молодцы. Что, давайте вернемся к нашему упражнению. Немножко можно передохнуть. Осталось совсем немножко. Глубокий вдох, выдох. Поехали. Ложимся на животик. Я все же посоветую вам положить какое-то полотенечко. И поднялись. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, сильнее 17, 18, 19, 20. Опустили руки и поднимаемся. Раз. Хорошо поднялись. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, еще и 15. Молодцы. Потянулись, отдохнули. И медленно встаем. Отлично. Давайте теперь сделаем кардиоупражнение. Прыжки, звездочка. Прыгаем, одновременно расставляем ноги и руки поднимаем. Слишком высоко не прыгайте. Главное делать все быстро. При этом не сбиваем дыхание. Осталось совсем немножко. И остановились. Умнички. Отдохнули. Молодцы. Попили водички обязательно. Что, давайте теперь сделаем нашу заминку. Завершим нашу тренировку. Потянем шею, расслабимся. Делаем все медленно, плавно. Наклоняем голову вперед, назад. Тянем руку в сторону.
другую. Тянем руку за голову, сгибаем руку в локте, наклоняемся немного и вторую ручку. Выворачиваем ладонь. Руки за спину. И наверх. Теперь наклоняемся в сторону. Растягиваем спину, косые мышцы пресса. В другую сторону. Округляем спинку, выпрямляем, округлили, выпрямились. Хорошенько разминаем спину, растягиваем мышцы. Молодцы. Ноги пошире, делаем выпад. Носочек наверх, присаживаемся как можно глубже. На другую сторону. Молодцы. Сделали глубокий вдох, выдох, выпад. Делаем на правую ножку. Опустили коленко и подвинули ногу к себе. И держимся. Отлично. Встаем и делаем теперь выпад на левую ногу. Опустили ногу и подвинули. Молодцы. Встаем. Теперь стоя растягиваем ножки. Вставляем ногу вперед, наклоняемся к ней. Кто насколько может. В другую сторону. Молодцы. Остановились. Сделали глубокий вдох и выдох. Спасибо, что работали сегодня вместе со мной. Теперь с вами встретимся на 3-й неделе тренировок Go to Slim. Удачных вам выходных. Пока!